Всем привет! Вы на канале Костя и Животные. В этом выпуске мы пройдемся в Батуми по улице Вахтанга Гаргасали. Я вам покажу не только животных, которых буду встречать и кормить на своем пути, но и покажу вам немножко красивый город Батуми. Если вам выпуск будет интересный, сообщите мне. Могу такие выпуски записывать почаще, показывать вам самые красивые места вообще этого города, грузинского Батуми. Чудесная атмосфера, отношение к животным. Потрясающие места, красивые. Подписывайтесь на мой канал и начинаем. Наша первая локация — это место обитания собак. О, здесь даже две собаки, но одна чья-то, а вторая — Батон. Хо-хо, здорово, здорово, дружок, подруга. Как твои дела? Давай рассказывай. Угу. Сидит около своего магазинчика. Всегда добродушная собака, всегда милая, всегда добрая. Но, правда, не на всех добрая. Бывает, что и злится на кое на кого. Особенно на животных, которые подходят к ее будке. Как будто выпрашивает, сидит еду, да? На самом деле она не голодная. Или ты хочешь немножко поесть? Давай я тебя угощу. Пошли. Хочешь? На, пошли. Пойдем. Давай. Нужно двигаться, Батон, нужно двигаться. Лето ведь. Ну, что-то вообще 5 шагов прошла. На. Пошли. Вставай. Какая она, а? Ей надо поднести. Это же вкуснятина. На. Батон. Тяжело с тобой. На, попробуй. Вкусно же? На. Пошли. На. Пошли. Держи. На. Ну что такое? Дальше она идти не хочет, поэтому положим ей здесь. Вообще ее кормить-то не стоит, она и так вот такая пухлая, и все ее кормят, кто рядом проходит, видят ее взгляд такой жалобный и думают, что она голодная, и кормят ее. Поэтому я чуть-чуть совсем ей дам, ну так, чтобы порадовать. На этом все. Давай, доедай, а я пойду дальше. Угу. Немножко перекусила. Чуть-чуть совсем, да? Ну, руки мои есть не надо. Они несъедобные. Мы идем дальше. Улица Вахтанга Гаргасали, напоминаю вам. Идем от самой локации Батона и дальше в сторону старого города Батуми. Вообще животные бездомные в Грузии, в Батуми, встречаются очень часто, буквально через каждые 50-100 метров. То собака, то кошка. Когда видишь ухоженных бездомных животных, за которыми следят, которые привиты, чипированы, вакцинированы, сделаны необходимые операции, то в принципе понимаешь, что здесь любят животных. Но в целом проблема с бездомными животными, я думаю, что есть, потому что я вот считаю, что в идеале не должно быть уличных животных. То есть, когда они есть и когда они хорошо себя чувствуют и живут прекрасно, это, конечно, здорово, но в идеале, конечно, да, чтобы их не было. Эта проблема решена во многих странах Европы. И было бы здорово, если бы в Грузии, хотя бы начиная с Батуми, такая проблема тоже решалась. То есть чипирование, дальнейший контроль, жесткий контроль нужен над животными, чтобы они не размножались, потому что они страдают
Например, кошки, когда на улице размножаются, они часто умирают, котята, болеют очень часто многими болезнями разными. Поэтому я считаю, лучше, чтобы они были либо дома, либо их вообще не было на улицах. Я думаю, к этому все и придет, потому что страна развивается, вводятся новые законы, согласно которым усиливается контроль за бездомными животными. А как вы считаете, когда на улицах много бездомных животных, например, собак, они сытые, да, они почти все сытые, но, с другой стороны, это бездомные. Это хорошо или плохо? То есть, как вы считаете, вообще не должно быть собак на улицах? Или они должны быть, но должны быть под присмотром? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я люблю гулять этим маршрутом, потому что он такой спокойный, хотя вот сегодня пробки из машин. И вот такие классные приспособления есть для того, чтобы привязывать свое животное, когда вы, например, заходите в аптеку. Аптека вот такая здесь есть. Это просто очень удобно, и такие простые вещи, и такие классные, смотрите, Dog Hook называется. Привязываете, спокойно собака здесь. Не за дерево привязывать, не за пальму, а вот за такие крючки. Ну, все гениальное просто. Кто живет в Батуми, напишите, дайте знать, гуляете ли вы вот тоже по этой улице в Вахтанга-Гаргасале. Нравится ли она вам, либо вы гуляете больше по набережной. Ну, набережная, конечно, да, такой центр силы притяжения всех туристов. Да и местные там ходят, ну и там пляж недалеко, море. Но мне вот нравится Гаргасали. Спокойная, гуляешь, много животных, и кошек, и собак. А вот в этом скверике постоянно лежат собаки. Вот, например, первая огромная. Привет. Ладно, спи. И вон там другие, но сейчас их нет. Не вижу. А вон еще одна легла под столиком. И здесь голуби кормятся. В общем, кого только нет в Батуми. Увидел еще одного песика. Вот, лежит задумчивый такой. Тебе прохладно, да? А вот еще одна собачка. Нашли себе местечки и лежат, отдыхают. Очень нравится здесь гулять. Здесь вот дорожка для пешеходов, для велосипедистов или для самокатчиков есть. Такие классные деревья растут. Ну и в целом вот домики такие грузинские, в грузинском стиле. Невысокие есть, с бельем, конечно, сушащимся. Есть более новые. Везде можно повернуть, пойти налево, направо или прямо, но мы идем прямо, потому что нам нужна улица Гаргасали. Как раз сейчас по ней идем. О, видим один магазинчик, зоомагазин, называется Импульс. И около этого магазина всегда миски я вижу. Здесь бывает, что насыпают еду, воду наливают. Особенно когда жарко, для животных это очень хорошо. А это клиника, тоже Импульс. Здесь можно свое домашнее животное отдать, подлечить, проверить. Вот тоже необычный дом. Такой в шахматном порядке расположены балкончики и сами окна. Я не знаю, для Батуми, мне кажется, это нормально. Для других городов и стран, скажите, как у вас? Или в таком у вас архитектурном варианте домики? В Батуми есть и старые дома, и новые, и высокие, и низкие. И все это расположено буквально в одном городе на небольшом участке. Я думаю, это нормально, потому что город развивается, ему нужно строиться. Так выглядит обычный двор в Батуми, в Грузии. В Тбилиси тоже таких очень много. Ну, согласитесь, необычно. Очень необычно, очень мило. Так все расположено. Лестнички, цветы.
Все везде висит, но сейчас нет белья. Вообще здесь белье тоже висит обычно. И проводов очень много. Ну, так уютно. А вот напротив этого строящегося здания локация, которую многие уже знают. Здесь живет кошка Сирена с ее сожителями. Давайте ее позовем. Кс-кс-кс-кс-кс. Так, воробей. А вот и сама Сирена, кошка. Привет. Вы такие сонные. Ну что, спали? Ты спал? А ты? Такие все грязные, отряхиваются. Привет, привет. Воробушка. Ой, 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 поздоровалась она с вами, короче, носом ткнулась в камеру. У меня для вас есть кое-что вкусное. Давайте вас покормим чуть-чуть. Вот, голос прорезался. Ого, воробей тоже кричит. Ну давай-ка не играйте с сумкой. На самом деле их кормят, их очень хорошо кормят. Туда кладут сухой корм, у них есть и вода. Вода постоянно вот здесь у них стоит. То есть за ними регулярно наблюдают. Очень много людей, я знаю, которые, проходя мимо них, насыпают там сухого корма, влажного. Причем так очень много. Поэтому они в еде вообще никак не нуждаются. Я уж их так побалую вкусняшкой. Давайте. Не дерутся. Такие прям классные кошки. Да ладно, вы ж не такие голодные. Давайте. Воробью тоже. Сирен, ты сейчас все заберешь. Смотри. Вот, воробушек тебе тоже, да? Сейчас я вам дам. Сейчас почищем место найдем. У меня, к сожалению, нет куда положить. Прям своими мордашками толкаются. Как-то уж очень быстро они съели свою еду. Может быть, им сухого еще насыпать? Я не думаю, что они будут есть сухой корм, но пусть. О, он еще большой для собак. Ну, попробуйте разгрызть. Хотя вот маленькие у них есть, но они его не едят. Ну ладно. Поэтому сказать, что они голодные, нельзя. Сухой корм не едят, значит, не такие уж и голодные, да, воробей? Сирена. Да. Как вы живете, рассказывайте. Вроде неплохо. Поел и начал умываться. Воробушек. А Сирена все ходит и ходит. Нет, они просто лакомки. Любят, что повкуснее сначала выбирают. Потом они это тоже съедят. Если снова не принесут там что-нибудь вкусное такое. Ты что там вынюхиваешь, а? Эй, там ничего нет больше. Угу. Сиренка. Кто еще не знает про эту кошку, мы давно за ней следим. Очень большая, богатая у нее история. Есть целое видео на нашем канале. Вот сейчас будет на экране. Ну, либо на канале смотрите. Кошка Сирена называется. Этого воробья еще не было, котенка. Потом его подселили к ней. Ну, там тоже мусор, смотрите, да? Ну, постоянно накидывают. Я регулярно убирал, но снова кидают. Ну, ничего страшного. Кошкам это не мешает, да? Угу. Ладно, вам привет от всех. Очень многие люди у меня, подписчики, полюбили этих кошек.
Сирена вообще кошка с характером. Такая она удивительная, чудаковатая кошечка. Пойду я дальше. Надо забрать мусор. Идем дальше. И видим, что мы видим. Играются с котом. Прям зверь. На самом деле сердце радуется, когда видишь людей, которые так классно относятся к животным, не обижают их, они с ними играют. Некоторые их кормят, многие гладят. Местные, приезжие, очень много даже туристов, когда приезжают сюда, они просто погружаются вот в мир этих животных, добродушных. Многие удивляются. Вот из Казахстана, Узбекистана вообще удивляются люди, что, оказывается, собаки могут бездомные существовать в таком классном мире, в классной атмосфере, никого не кусать. Ну, бывают, конечно, случаи, да, разные, но в целом они живут, уживаются с животными прекрасно. Но вы сами прекрасно все видите, если на мой канал зайдете. Все животные не агрессивные, они спокойные. Ну, за ними, конечно, следят, их вакцинировали. В первую очередь, конечно, от бешенства. Если бирка есть, значит, от бешенства вакцинированы. Следят за численностью. Но, конечно, нужно поставить большое но, что такая ситуация с животными в основном в крупных городах, типа Батуми, Тбилиси. Да, где за ними следят, за животными, где их любят, и где, в принципе, ведется работа по благоустройству, как-то там будки, какие-то там еще приспособления для животных. Но если взять ситуацию на трассах между Батуми и Тбилиси даже, или где-нибудь в горах, там, да, там ситуация очень такая плачевная. Собак многих выкидывают прямо на трассе, и это ужасно, по-моему. Они там остаются одни, ну и просто не выживают. А те, кто выживают, им стараются помочь волонтеры. Ну, конечно, собак очень много, поэтому всем помочь не получается. Еще раз подчеркну, проблема животных бездомных на трассах есть. В Грузии она есть, она огромная. Огромная проблема. Я же освещаю жизнь животных только там, где я нахожусь. Например, сейчас я живу в Батуми, поэтому я освещаю жизнь бездомных животных вокруг меня. Это в Батуми. Если поеду куда-нибудь дальше, разумеется, я там буду снимать про животных. Так что я далеко не идеализирую жизнь в Батуми и в Грузии в целом. Я понимаю, что здесь, да, хорошие отношения. На трассах, разумеется, там больше и худых, и больных животных. Без слез не взглянешь. Нужно решать проблему в корне, то есть усиливать ответственность хозяев, тех, кто заводит животных, чтобы они не выбрасывали их просто где-нибудь. Это очень важно. Обожаю этот двор, когда прохожу. Здесь живут такие суперские кошечки черно-белые. Так, одну я вижу. Так. Одна пока. Привет. Ну, там еще похоже. В общем, здесь живут 3 кошки, насколько я знаю. Они такие прям забавные. Привет. Людей не боятся. Худенькие что-то, вас же здесь кормят. И легла. Ну давай, как раз пришел, гладь меня. Я не думаю, что она хочет есть, потому что их здесь очень кормят. Здесь живут добрые люди. Потому что кошки чувствуют себя в безопасности. Чувствуют себя таким прям защищенными. И всегда есть еда. Они совсем не голодные. Ну это же здорово, это такая терапия своего рода, когда видишь здоровых животных, довольных, которые к тебе подходят, которые не боятся людей, которые просто живут и радуются жизни. Блин, это круто. Я не знаю, я больше не встречал, наверное, только в Сочи встречал похожую ситуацию, да, там тоже много кошек.
и собак, и которые тоже себя неплохо чувствуют. Очень отзывчивые люди живут в Сочи, очень добрые, которые прям тоже помогают им выживать, лечат их. И прям люди озабочены, чтобы животные были здоровыми. Несколько раз мы подходили к животным, мимо проходили люди, которые там живут, и говорили, что вот неплохо бы этим животным лекарства. То есть еда у них всегда есть, но лекарство дорогое. Поэтому радует, что таких людей не безразличных много. Подошел к дому Вахтанг Гаргасали 54, а напротив такое красивое здание. Это консульство Аджарии. Ну, шикарно. Тут и пальмы, тут и флаги. Флаги Грузии, Батуми. И такое красивое здание. Представьте, что вы едете на велосипеде или на самокате, едете. Бац! Ха-ха. Собака лежит. Она просто отдыхает. Давай, потянись. Она еще шире легла, чтобы точно уже здесь не проехать, не пройти. Ну, вообще собаки любят, да, места, где ходят люди, где активность. Ты хочешь есть? Давай мы тебе сейчас насыпем чуть-чуть. На. Будешь? Давай, поешь. Ну, вкусно же, вот. Да ты чё? Бездомные животные, собаки, Аджарии. А, вот так, да? Так удобней. Ну ты вообще, ну встань хоть. И вот очень многие собаки вот именно так любят есть. Им даже лень встать. Вот. Она сейчас так будет есть, смотрите, она даже не будет вставать. Она так будет подползать и есть. Такой тренд у них. Поесть не вставая. Давай тебе еще насыпем. Худенькая собачка. Не в пример Батону, да? Батон раза в 4 крупнее. Так и не встала, представляете? Ни разу не встала. И все съела лежа. Удивительные собаки здесь. Дальше, говорит, буду лежать. А мы пойдем дальше. Если заметили, эта собака была с зеленой биркой. Что означает цвет бирок? Да ничего не означает. Это просто цвет бирки. Бывает желтая, бывает красная. Если есть бирка, значит она вакцинирована. И некоторые стерилизованы. Ну, должны быть все, конечно, стерилизованы либо кастрированы. Как вы относитесь к этим операциям? Как думаете, нужны ли они? Потому что я знаю многих людей, относящихся очень категорично и очень негативно даже к таким операциям для животных, регламентируя, что люди не могут за них решать, производить им дальше потомство или нет. И поэтому, да, многие два мнения существуют. Как вы считаете, напишите в комментариях. Посмотрим, сколько у нас разных мнений существует. А тем временем мы уже в старом городе. Здесь брусчатка на дорогах вот такого плана. Очень красиво это выглядит. Для машин, конечно, для ходовой не очень, но такой европейский стиль улиц. Уже немножко другие дома. Да. Пооживленнее, хотя старый город, наоборот, как мне кажется, более тихое место для проживания. Сегодня не так много собак на улицах. Кошек еще меньше, но вы знаете почему? Потому что, когда много собак на улицах, кошкам тяжело. И они обычно прячутся где-нибудь
во дворах или за ограждениями, где-нибудь вон там они могут бегать в безопасности, либо во дворах с кем-то живут. Вот, например, здесь я уверен, что за этой дверцей живут кошки. Если их позвать, они прибегут. А вот о чем я и говорил. Кс-кс-кс-кс. За решеткой в безопасности сидит котик. Кс-кс-кс. Здорово. Но он такой ухоженный, наверное, чей-то, просто гуляет. Здесь ему хорошо, собаки не достают. И спокойно живет себе. Угу. Да, старая часть города, здесь очень много заведений интересных, кофеин, кафешек. В новой части тоже они есть, но здесь как-то их больше. Если вам интересно, я вообще могу пройтись, снять выпуск, может быть даже не один, про центральную часть Батуми, старой Батуми. Вот, например, такие красивые улицы. Ну это же чудесно здесь прогуляться. Необычно для тех, кто ни разу не бывал в Батуми. Ну и вообще, здесь одно удовольствие гулять. Так вот, я могу снять выпуски, расскажу, что знаю, какие здесь здания, куда можно зайти. Я знаю много заведений. А вообще вот интересное тоже такое место. Площадь Пьяцца называется. Кто был в Италии, расскажите. Примерно в таком стиле. Там все. Ля Бриош. Столько людей. Должны быть здесь собаки, пока я их не вижу. Но они здесь есть. Все фоткаются. Про эту площадь тоже могу вам кое-что рассказать. Если интересно, напишите в комментариях. Я сюда приду и сделаю такой отдельный обзор. Привет, бандит. Ты здесь царь, да? На дороге прям лежишь такой храбрый. Всех собак держишь в страхе. Кто еще не смотрел мое прошлое видео, я гулял по набережной и считал собак на набережной Батуми. Кто еще не смотрел, сейчас на экране появится ссылка, ну либо на моем канале. Не дошел я до конца этой улицы, Вахтанг Гаргасали. Предлагаю закончить выпуск, чтобы он был не очень длинным. Кому понравился, поставьте лайк. Напишите, если вы хотите, чтобы я прошелся по другим улицам, показал вам красивый Батуми. И пересылайте видео своим друзьям, кто живет в Батуми, кто здесь тоже любит гулять, кому вообще нравится этот классный город.